Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам новое пополнение своей коллекции фильмами на физических носителях, то есть на Blu-ray, в том числе в формате 4К, а также и на DVD. В сегодняшнем видео будет много изданий, в том числе иностранных. И именно с иностранных изданий я хочу начать. Сначала будут 3 издания с 5 фильмами, в которых есть русская локализация, есть русский язык. И первый из них это у нас фильм в формате 4К под названием «Тяжелый металл». Это анимационный фильм из 80-х годов, взрослый. В данном издании русская локализация присутствует на 4К диске. Это у нас издание 22 года, одно из последних изданий с русским языком от Sony. Такое вот оформление, издание американское. Здесь видим 2 диска. Обычный Blu-ray без русского языка, без русской локализации, а тяжелый металл в формате 4К, в нем русский язык присутствует. Такой вот фильм, такое вот издание. Картина «Тяжелый металл». Идем далее. И следующая картина, а точнее 3 фильма. Это у нас 3 фильма режиссера Стивена Содерберга. Одна франшиза. Это у нас «Друзья Оушена», 11 друзей Оушена, 12 друзей Оушена и 13 друзей Оушена. Это чешское издание. В чешской локализации фильм называется «Напарники Дэнни». 1, 2, 3. Собственно, поэтому здесь такое оформление у данного издания. Здесь у нас снялись Джордж Клуни, Брэд Питт и другие известные актеры. И, конечно, здесь у нас 3 диска. 11 друзей Оушена, 12 друзей Оушена и, наконец, 13 друзей Оушена. Такое вот издание. И, наконец-то, эта франшиза появилась у меня в коллекции. 11, 12 и 13 друзей Оушена. Чешское издание. И, наконец, третье издание. Это у нас опять же Стивен Содерберг. Другой его фильм. Это у нас фильм под названием «Эрин Брокович». Картина основана на реальных событиях. Главную роль здесь у нас снимает Джулия Робертс. И, как видим по этому значку, это издание немецкое. Всякие предупреждения на немецком языке. И сама нагадка диска, которая повторяет обложку. Такие вот сразу 4 фильма Стивена Содерберга появилось у меня в коллекции. А до этого у меня еще было 4 фильма. Итого в коллекции 8 фильмов данного режиссера. И на этом издание с русским языком все. Но также осталось еще 10 зарубежных изданий, в которых русского языка нет. И начать хочу с фильма «Миссия невыполнима. Смертельная расплата». Это издание французское. Видим, здесь нет приписки «Часть первая». Значит, издание достаточно свежее. Уже после того, как решили назвать 8-ю часть по-другому, данное издание вышло, поэтому здесь уже приписки «Часть первая» нету. Французское издание. И здесь 2 диска. Фильм на 4К диске, а также присутствуют дополнительные материалы на отдельном Blu-ray диске. И таким образом снова собралась франшиза. Конечно, скоро выйдет 8-я часть, но на текущий момент из вышедших частей у меня есть все. То есть это у нас первый фильм, второй фильм, «Миссия невыполнима 3», далее
Миссия невыполнима. Протокол Фантом. 4-я часть, которую снял режиссер анимационных фильмов Брэд Бёрд. Далее 5-я часть. Миссия невыполнима. Племя изгоев. И 6-я часть. Том Круз. Миссия невыполнима. Последствия. Такое вот издание. И, наконец, 7-я часть. Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Такая вот коллекция у меня по данной франшизе. Идем далее. Это не первая франшиза, которую я пополнил в сегодняшнем видео. Переходим к следующему фильму, также в формате 4К. Это у нас фильм режиссера Ричарда Доннера по сценарию Криса Коламбуса и на основе истории Стивена Спилберга. Фильм называется «Балбесы». Американское издание. Двухдисковое. Обычный Blu-ray и 4К. Издание без русского языка, как и следующие будут. Здесь видим актеров. Один из них это у нас Джош Бролин, а другой этот мальчик, которого мы здесь видим, он в 23 году получил премию «Оскар» за фильм «Все везде и сразу». Такое вот издание. Фильм у нас, может быть, не слишком известный, но в США это достаточно известная картина. Фильм под названием «Балбесы». И это был последний 4К диск в сегодняшнем видео. А я перехожу к следующему фильму. И это у нас картина «Цвет денег» в стилбуке. Такой вот стилбук. Видим бильярд. И здесь видим такое вот изображение. Доставать не буду, тяжело вытаскивается. Но там у нас есть Том Круз. Это «Цвет денег». Пол Ньюман. За роль в данном фильме Пол Ньюман получил премию «Оскар». Брал издание за очень дешево для такого издания стилбука. И здесь у него не было технички, но издание британское, что мы можем видеть по значкам возраста, по возрастному рейтингу. И также к данному фильму у меня есть первая часть. Это у нас картина «Бильярдист». Такое вот издание. Здесь также присутствует внутренний арт. Здесь у нас снял режиссер Роберт Россен. А это у нас фильм режиссера Мартина Скорсезе. Такие вот два фильма. «Бильярдист» и «Цвет денег». Издание в стилбуке. Далее. Еще одна франшиза, в которой у меня появился фильм. Еще один. Это у нас картина «Оно». Это у нас первая экранизация. Мини-сериал телевизионный. В роли клоуна Пеннивайза здесь у нас актер Тим Карри. И удалось за не такую большую цену найти такое вот издание. Фильм «Оно». Конечно же, в коллекции есть современная экранизация в двух частях, которую у нас снял режиссер Энди Мускетти. Это у нас «Оно». Первая часть в таком в издании в 4К. А также вторая часть «Оно 2» в формате Blu-ray. И такая вот накатка диска у данного издания. Так что теперь у меня в коллекции сразу две экранизации данной книги. Экранизация из 90-х годов
с Тимом Карри и современная экранизация в 2 частях от Энди Мускетти. Такая вот коллекция и такое пополнение. Издание это у нас американское. Фильм, а накатка такая вот красная, простая. Как можем здесь видеть, это у нас фильм по Стивену Кингу. Далее переходим к следующей картине. Это у нас фильм по роману Фрэнка Герберта от Дэвида Линча, экранизация под названием «Дюна». Это у нас первая экранизация данной книги. И также удалось ее найти. Брал вместе с «Оно» и с еще одним фильмом. Накатка у нас зеркальная у фильма. И, ну и, конечно, те, кто смотрит видео на моем канале, знают, что у меня есть и современная экранизация от режиссера Дэни Вильнёва из 2 частей. Это у нас «Дюна», первая часть. В главной роли Тимоти Шаламе. Двухдисковое издание, Blu-ray 4K. А также самый свежий фильм в коллекции. «Дюна. Часть 2». Фильм 24 года. В котором у нас только 4К диск. Такое вот издание. «Дюна. Часть 2». И такая вот коллекция. Тоже у нас сразу 2 экранизации. Теперь есть коллекции. Экранизация Дэвида Линча и экранизация режиссера Дэни Вильнёва. Такие вот издания. И издание это у нас также американское. Фильм «Дюна». Далее переходим к следующей картине. И это у нас фильм под названием «Пипец». Известная картина на тему супергероев. На тему того, как бы они выглядели в реальности. Здесь у нас снялись Аарон Тейлор Джонсон, Кристофер Минц-Платце, Марк Стронг, Хлоя Грейс Морец, а также Николас Кейдж. И снял данную картину Мэтью Вон. Это у нас издание британское от Universal. Издание мультирегиональное. Потому что в США, например, данный фильм выходил залоченный на регион А. Это у нас первая часть. И в коллекции есть и «Пипец», первая часть на DVD. Но также и вторая часть есть на формате Blu-ray. Такие вот 2 фильма. «Пипец» и «Пипец 2». Такое пополнение коллекции. Далее будет несколько фильмов с Эдди Мерфи. И первый из них это у нас культовый известный фильм с Эдди Мерфи под названием «Полицейский из Беверли-Хиллз». Известен он, что очень помог карьере Эдди Мерфи. Режиссером выступил Мартин Брест, известный режиссер. Также данный фильм известен своей музыкальной темой. И, наконец-то, данный фильм в формате Blu-ray появился у меня в коллекции. И также еще один фильм с Эдди Мерфи появился в коллекции моей. А именно, это фильм «48 часов». Это вообще самый первый фильм, в котором Эдди Мерфи выступил, то есть дебютная роль Эдди Мерфи. И также здесь у нас снялся актер Ник Нолти. То есть Ник Нолти в роли копа, а в роли его тот, кто ему помогал, выступил Эдди Мерфи. Такое вот издание.
И вот оба у нас эти издания американские. Картина 48 часов. Накатка здесь тоже простая, парамаунтовская, американская. Такие вот два фильма. С Эдди Мерфи на тему полицейских. Полицейский из Беверли-Хиллз и 48 часов. Далее, следующая картина. Это у нас фильм режиссера Терри Гиллиама «12 обезьян». Здесь у нас снялись Брюс Уиллис, Мэдлин Стоу и Брэд Питт. Известная картина на тему будущего, перемещения во времени от режиссера Терри Гиллиама. Данный фильм до этого был у меня на DVD и сейчас есть. На Blu-ray он с русским не выходил, но нашел такое вот издание тоже за недорого. Фильм «12 обезьян». И, наконец, последнее издание иностранное. Это у нас картина Джоэля Шумахера под названием «Коматозники». Это первые коматозники. Здесь у нас снялись Кифер Сазерленд, Джулия Робертс, Кевин Бейкон. Издание британское. Режиссером выступил, как я сказал, Джоэль Шумахер, тоже известный режиссер. Присутствует внутренний арт такой на одной половине. И сама накатка диска традиционная для изданий Sony того времени. Во времени выхода данного издания. И в коллекции есть и современный ремейк. Такой вот фильм. Здесь у нас тоже снялся Кевер Сазерленд в другой роли. Такие вот два фильма под одним названием «Коматозники». Первый фильм и ремейк. Такие вот издания. И на этом иностранные издания все. Их сегодня было 13. Поэтому переходим к следующим изданиям, которые уже будут российские. И первое российское издание. Это издание, в котором 8 фильмов. Такая вот коллекционка по Клинту Иствуду. В эту коллекционку вошли фильмы, в которых Клинт Иствуд снимался в главной роли, и которые вышли в период времени между 68 и 75 годом. В том числе здесь присутствует самый первый фильм, режиссером которого выступил Клинт Иствуд. До него дойдем. Первый фильм, это у нас здесь «Блеф Когана». Второй фильм «Два мула для сестры Сары». Далее «Обманутый». И вот фильм, на котором Клинт Иствуд впервые стал режиссером. Это фильм «Сыграй мне перед смертью». Далее «Джо Кид». «Бродяга высокогорных равнин», «Веселушка». И, наконец, последний фильм в этой коллекции – это «Санкция на пике Эйгера». Известный актер, которому будет скоро 95 лет. И поэтому одним из анонсов будет являться то, что следующее видео на моем канале будет посвящено этому актеру и режиссеру. Там, конечно, будет больше его режиссерских работ, но также некоторые актерские покажу. Эту коллекционку брал специально, потому что не было ее до этого у меня в коллекции. А здесь очень много фильмов, точнее все фильмы в этой коллекционке выходили у нас только в таком издании. Такая вот коллекционка по актеру Клинту и режиссеру Клинту Иствуду. Такое вот издание от Universal. Далее, следующая картина. Это у нас еще один анимационный фильм от студии Disney под названием «Меч в камне». Фильм это у нас 1963 года. Один из последних фильмов, на котором работал
сам Уолт Дисней. И вроде бы этот фильм последний, который вышел еще при жизни. То есть он на всех этапах работал данного фильма, по созданию данного фильма. И это у нас фильм рассказывает про молодого будущего короля Артура. Здесь видим волшебника Мерлина, Эскалибур и молодого этого короля Артура. Такой вот анимационный фильм о студии Дисней под названием «Меч в камне». Далее, последнее пополнение франшизы на сегодня. Это у нас два фильма из серии «Знакомство с родителями». Это у нас фильм «Знакомство с факерами», где у нас снялись Роберт Де Ниро, Бен Стиллер, Дастин Хоффман и Барбара Стрейзанд. Простая традиционная накатка парамаунтовская. Далее фильм «Знакомство с факерами 2», где снялись все те же самые, которые были упомянуты здесь, а также здесь у нас на обложке упомянуты Оуэн Уилсон и Джессика Альба. И такое вот издание. Здесь такая же простая накатка. А до этого у меня в коллекции очень давно уже был фильм, который является первой частью данной франшизы, под названием «Знакомство с родителями». Здесь у нас на обложке только Роберт Де Ниро и Бен Стиллер. И накатка здесь такая же простая. Такая вот франшиза собралась теперь у меня в коллекции из 3 фильмов. «Знакомство с родителями» и 2 части «Знакомства с факерами». Далее переходим к следующей картине. И следующая картина — это у нас фильм «Меркурий в опасности», в котором у нас снялись Брюс Уиллис, Алек Болдуин. Такой вот триллер, драма, боевик, в котором у нас снялся известный актер Брюс Уиллис. Такая вот накатка, которая повторяет немножко обложку издания. Фильм «Меркурий в опасности». И, наконец, последний фильм в сегодняшнем фильме на Blu-ray. Это у нас картина с кукольной анимацией под названием «Семейка монстров» от студии Laika Entertainment, которая известна по фильму «Короли на стране кошмаров». И этот фильм, которого мне не хватало для того, чтобы все издания, которые у нас выходили от данной студии, были в коллекции. Этот фильм, повторяю, это у нас анимационный фильм кукольный. Точнее, как кукольный. Здесь у нас используется компьютерная анимация, но для процесса, например, удаления частей, которые используются при съемке, или добавления фонов. А сами персонажи здесь у нас именно кукольные. Картина «Семейка монстров». И это были все DVD, все Blu-ray на сегодня, поэтому переходим к DVD. Их сегодня в коллекции добавилось 8 штук, 5 из которых связаны с одной франшизой. Но сначала я начну с еще одним фильмом с Эдди Мерфи на сегодня. У нас еще один известный фильм с Эдди Мерфи «Поменяться с местами», где также снялся актер Дэн Эйкройд. Это у нас комедия, которую у нас снял режиссер Джон Лэндис, который потом снимет вместе с Эдди Мерфи фильм «Поездка в Америку». Это фильм с Эдди Мерфи «Поменяться местами». Далее следующая картина. И это фильм от режиссера Александра Ажа под названием «Рога», в котором у нас снялся в главной роли известный актер Дэниел Рэдклифф. Именно из-за данного актера решили приобрести себе в издание
себе в коллекцию данное издание. И такая вот накатка данного фильма. Фильм Александра Ажа «Рога». Далее, следующая картина. Это у нас фильм режиссера Ланса фон Триера, немножко экспериментальный, под названием «Догвиль». Экспериментальный он в том плане, что декорации здесь максимально упрощенные. Здесь у нас снялись известных актеров Николь Кидман, Пол Беттани, Стеллан Скарсгард, Хлоя Савиньи. Такое вот издание на DVD. Фильм «Догвиль». И закончить данное видео я хочу 5 анимационными фильмами про известных галлов, а именно Астерикса и Обеликса. Первый фильм из 5, которые сегодня появились в коллекции, это у нас самый первый вообще анимационный фильм про Астерикса и Обеликса под названием «Астерикс из Галлии». Далее второй фильм. Это у нас «Астерикс и Клеопатра». Далее третий фильм «Астерикс против Цезаря». Да, не смотрите на эту накатку. Здесь просто был такой завод, у которого качество изданий, то есть именно качество накаток было не очень. А здесь у них вообще очень простая накатка. Но самый данный издатель, который указан на диске и сзади, он совпадает. Астерикс против Цезаря. Далее, из тех, которые в сегодняшнем видео, четвертый фильм, это у нас Астерикс в Британии. Наконец, самый свежий. Из тех, которые сегодня показываю, это у нас Астерикс и Викинги. То есть данный фильм вышел в 2006 году. Астерикс и Викинги. Это у нас уже издавал уже другой издатель. И здесь уже более нормальная накатка. И другой завод печатал, поэтому здесь нормальная накатка, чем у этих 4, которые выпускал другой завод. Такая вот коллекция. Сразу 5 анимационных фильмов на DVD по франшизе Астерикс и Обеликс. Появилось у меня в коллекции. А на этом данное видео все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока. Пока.